Это нежное на вид, но стойкое по характеру растение в народе называют снеговиком или снежной красавицей. Данный многолетник не только красиво, но и рано цветет. Его яркие сине-голубые колокольчики можно часто встретить буквально под снегом. Называется этот очаровательный первоцвет хианодокса. В переводе с греческого слово «хиан» означает «снег», а докса – гордость или слава. Зацветает это луковичное растение в апреле, а в теплых регионах и того раньше. Его нежно-голубые или светло-синие колокольчатые цветочки невероятно освежают и преображают весенний сад. И это как раз в то время, когда большинство растений еще не отошли от зимнего сна. Колокольчики этого первоцвета очаровывают своей небесной окраской. Они будто светятся изнутри. Такие цветы не только украшают, но и осветляют места в саду и визуально расширяют участок. Хианодокса способна с годами разрастаться в целые поляны восхитительных голубых первоцветов. Хотя в продаже еще можно найти ее сорта белой, насыщенно-синей, сиреневой и розовой окраски. Друзья, я как всегда хочу вас попросить поделиться своим опытом. Какие первоцветы вы считаете наиболее красивыми и неприхотливыми? Растет ли в вашем саду хианодокса? Большое спасибо вам за ваши советы, лайки и комментарии. Не забудьте также оформить подписку на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео. Высота кустиков этого первоцвета около 10-15 см. Но есть и более высокорослые виды, например, хианодокса люцилии и форбса. Их высота достигает 20-25 см. Последние особенно крепкие цветоносы, на каждом из которых могут распускаться до 15 сине-голубых колокольчиков. Среди садоводов также популярна хианодокса гигантская. Ее кустики всего до 12 см, но цветы достигают диаметра 4 см. Также пользуются спросом сорта розовый гигант, Violet Beauty, Queen и другие. Листья узкие, удлиненные, отрастают прямо из корней луковиц. Хианодокса – это неприхотливое луковичное растение, которое относится к семейству лилейные. Ее преимущество в универсальности, красоте, стойкости к холодам и разным условиям произрастания. Луковички этого первоцвета вам не придется каждую осень выкапывать на зиму. Они хорошо зимуют даже в средней полосе. Также хианодокса с одинаковым успехом растет как на солнечных, так и полутенистых участках. На хорошо освещенных полянах ее цветение порадует вас более ранними сроками. Но если вы посадите эти цветы в слегка притененных местах, хианодокса станет цвести намного дольше. Обычно сроки ее цветения не менее 2-3 недель. Этот очаровательный первоцвет идеально подойдет для посадки на переднем плане цветников, по краю садовых дорожек, на альпийских горках и даже в приствольных кругах деревьев и кустарников. Чтобы хианодокса обильно цвела, перед высадкой луковичек лучше заранее подготовить хорошую почву. Она должна быть рыхлой и питательной. Для этого отлично подойдет перепревший компост или листовой перегной и немного песка. На дно укладывают дренаж. Подойдет слой речного песка. Имейте в виду, что места в низинах, где будут скапливаться талые воды, для луковичных культур не подходят. Высаживать хианодоксу можно с середины сентября по октябрь на расстоянии 10 см друг от друга. Заглублять в почву луковицы надо в зависимости от их размера, примерно на 5-8 см от поверхности грунта. Перед высадкой их можно выдержать полчаса в светло-розовом растворе марганцовки, гумата калия или фундазола. Также посадки хианодоксы можно присыпать питательным слоем гумуса. Этот первоцвет формирует свои цветоносы еще с лета, осени прошлого сезона, поэтому питательные вещества ему будут как раз кстати. Очень хорошо проливать участки хианодоксы светло-коричневым раствором гумата калия, а вот гранулированные азотистые удобрения лучше рассыпать поверху в весеннее время. Также не забывайте, что места посадки этого первоцвета нельзя перекапывать и глубоко рыхлить, чтобы не повредить растения. Хианодокса будет красиво смотреться с рядом посаженными крокусами, гиацинтами, сциллой, морозником, печеночницей, сангвинарией и другими ранневесенними культурами. Хианодоксу также очень красиво высаживать в неглубокие широкие контейнеры, например, в сочетании с ярко-желтыми нарциссами.
Также ее групповые посадки преобразят вид нежно-зеленого весеннего газона. В сочетании с такими первоцветами, как пушкиния, подснежник и пролеска, можно вырастить очень красивые яркие цветочные поляны. Стоит отметить, что это луковичное растение является эфемероидом. После того, как соцветия отцветут, его листики начнут отмирать, и посадки хианодоксы оголятся. Именно поэтому этот многолетник хорошо сажать совместно с другими цветущими или декоративно-лиственными растениями, которые заменят собой отцветшую хианодоксу. Несмотря на столь временную красоту, этот цветок полюбился за свою редкую неприхотливость, обильное цветение и особое очарование, которое легко украсит любой весенний сад. Ведь на каждом цветоносе этого первоцвета могут распускаться до 10-15 душистых, очаровательных колокольчиков диаметром от 2 до 4 см. Более того, хианодокса склонна к переопылению. Например, она может скреститься с сциллой, и в вашем саду вдруг появятся совершенно другие растения – хионосциллы. Плотные посадки и разросшиеся полянки хианодоксы выглядят невероятно красиво. Подобные цветы часто используют для парадного входа и декорирования придомовой территории. Размножить хианодоксу проще всего отделением дочерних луковичек, но у некоторых видов также можно собрать семена и посеять их в разных местах. Однако полученные таким способом сеянцы зацветут только на 3-й год. Выкопку и отделение луковиц лучше проводить в осеннее время, как и посадку многих луковичных культур. Хианодокса – это не только красивый, но и совершенно неприхотливый цветок, за что ее полюбили дачники и садоводы. В сочетании с другими первоцветами из хианодоксы можно составить очень эффектные композиции, а ее роскошные поляны из нежных, очаровательных колокольчиков не только украсят ваш сад, но и наполнят его тонким ароматом весны. А если вам это видео было полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, и до новых встреч на нашем канале.